Послушай, прежде чем мы перейдем к сегодняшней теме, мне нужно задать тебе один вопрос. Сколько раз ты был с женщиной и не замечал, что она подавала тебе сигналы, что ты ей нравишься? Подумай хорошенько. Скорее всего, не раз ты упустил очевидные вещи. Если ты устал упускать эти возможности, то это видео для тебя. Поставь лайк и подпишись на канал, потому что сегодня мы разберем самые тонкие, но мощные сигналы, которые она тебе посылает, и которых ты даже не заметил. Поверь, после этого ты больше не будешь тем парнем, который упускает шанс. Давай начнем. 1. Как интерпретировать небольшие знаки, которые ты пропустил. Женщины – мастера по подаче тонких сигналов, и вот в чем проблема – ты их не видишь. Пора открыть глаза и понять, что ей не нужно кричать о своей симпатии к тебе. Маленькие жесты имеют огромное значение. Если ты замечаешь, что она меняет позу, когда ты рядом, или начинает играть с ожерельем или кольцом, приятель, это сигнал. Хватит отвлекаться на телефон или думать о глупостях. Обрати внимание на эти детали, потому что это ее способ показать, что она хочет быть ближе к тебе. 2. Язык тела, что она говорит без слов. Знаешь ли ты, что тело говорит громче слов? Это правда. Часто женщины используют язык тела, чтобы выразить то, что не решаются сказать вслух. Если она наклоняется к тебе, когда вы разговариваете, скрещивает ноги в твою сторону или принимает открытую позу, это приглашение двигаться вперед. Эти знаки перед тобой, но ты их не видишь. Пора прекратить быть в неведении и начать читать ее тело. Больше никаких оправданий, чтобы упускать такие возможности. 3. Почему ее робкая улыбка значит больше, чем ты думаешь? Эта робкая улыбка, которую она бросает, когда вы вместе, это не просто вежливость. Это ее способ показать, что она заинтересована, но еще не готова быть полностью открытой. Проблема в том, что многие мужчины принимают это за знак дружбы или, что еще хуже, думают, что это ничего не значит. Не будь одним из этих глупцов. Если она так улыбается, когда смотрит на тебя или когда вы разговариваете, она ждет, что ты сделаешь следующий шаг. Так что перестань недооценивать это и используй шанс. 4. Узнай, как маленькие жесты могут раскрыть ее желание. Я скажу тебе кое-что, что изменит твою точку зрения, мелкие жесты значат все. Ты можешь не замечать, но если она поправляет волосы или одежду, когда видит тебя, это ее способ выглядеть лучше для тебя. Эти жесты показывают, что она хочет привлечь твое внимание. Не думай, что это случайности или незначительные вещи. У всего есть своя причина. Перестань игнорировать это и начинай замечать, как эти мелочи говорят гораздо больше, чем ты думаешь. 5. Когда молчание говорит больше, чем слова, научись слушать. Иногда важнее всего то, что не сказано. Если она замолкает в определенные моменты или не знает, что сказать, когда вы наедине, это не значит, что ей на тебя все равно. Наоборот, скорее всего, она нервничает, потому что ты ей нравишься. Молчание может быть ее способом показать интерес, не говоря об этом вслух. Не паникуй, если она не заполняет все паузы словами. Слушай эти неловкие молчания, потому что в них она говорит тебе больше, чем ты можешь себе представить. 6. Как ее близость к тебе – это приглашение, которое нельзя игнорировать. Если она постоянно оказывается рядом с тобой, это не случайность. Женщины не стремятся быть физически ближе к тем, кто их не интересует. Если ты замечаешь, что она всегда рядом, садится достаточно близко, чтобы ваши ноги соприкасались, или наклоняется к тебе во время разговора, ты уже знаешь, что происходит. Перестань быть дураком и думать, что это просто совпадение. Эта близость – это ее приглашение к следующему шагу. Не игнорируй это. 7. Почему случайные прикосновения никогда не бывают случайными? Сколько раз она прикасалась к тебе, случайно? Если ты все еще думаешь, что эти прикосновения к руке или ноге были случайными, позволь сказать тебе, что ты ошибаешься. В этих прикосновениях нет ничего случайного. Когда женщина ищет любой повод для физического контакта с тобой, это потому, что ты ее интересуешь. Эти прикосновения – это ее способ разрушить физическую дистанцию и начать строить более глубокую связь. Перестань думать,
что это просто случайность, действуй. 8. Если она избегает зрительного контакта, вот что это на самом деле значит. Ты знал, что если женщина избегает смотреть тебе в глаза, это может быть потому, что ты ей нравишься? Звучит противоречиво, но часто, когда кто-то нас привлекает, мы чувствуем себя неловко, глядя им в глаза. Так что если ты замечаешь, что она не смотрит тебе в глаза долгое время или быстро отводит взгляд, не воспринимай это как знак незаинтересованности. Наоборот, возможно, она пытается скрыть свои настоящие чувства. Не путай это и продолжай наблюдать за ее поведением. 9. Скрытые комплименты – знаки, что ты ей нравишься. Иногда женщины не говорят тебе прямо, что ты их привлекаешь, но делают это через скрытые комплименты. Если она хвалит тебя за мелочи, такие как твой стиль, манера общения или что-то, что ты сделал, не придав этому значения, это потому, что она пытается привлечь твое внимание. Не недооценивай эти комментарии. Скрытые комплименты – это способ показать, что ты ей интересен, не будучи слишком очевидной. Так что обрати внимание на эти, казалось бы, невинные слова, потому что они говорят гораздо больше. 10. Как невинные шутки могут скрывать скрытый интерес. Шутки между мужчинами и женщинами часто скрывают нечто большее. Если ты замечаешь, что она тебя поддразнивает или шутит с тобой, добавляя личные нотки, не думай, что это ничего не значит. Это ее способ флиртовать с тобой. Когда женщина шутит с тобой игриво, она проверяет границы, смотрит, как ты реагируешь, и самое главное, приглашает тебя к продолжению игры. Не игнорируй это. Невинные шутки редко бывают такими уж невинными. Теперь ты знаешь все сигналы, которые, вероятно, упускал до сих пор. Если ты продолжаешь не замечать, что она тебе показывает, у тебя больше нет оправданий. Игра в твоих руках. Ты больше не можешь быть тем, кто упускает возможности. Начни действовать, обрати внимание, и ты увидишь, как твоя жизнь изменится. Если ты досмотрел до конца, дорогой, напиши в комментариях 100% или что-нибудь другое, чтобы я знала, что ты получил всю информацию из видео. Для еще более интересных тем подписывайся на канал, ставь лайк и делись этим видео. Продолжаем. Как понять, что женщина испытывает к тебе сексуальное влечение? Узнай все тонкости. Итак, давай начнем с простого вопроса. Сколько раз ты был с женщиной и не замечал, что она посылает тебе явные сигналы влечения? Пришло время перестать быть тем парнем, который упускает очевидные знаки. Если ты продолжаешь игнорировать такие подсказки, ты просто теряешь возможности. И нет, я не говорю, что все женщины будут прямо говорить тебе об этом. Наоборот, большинство из них будут давать тебе понять свои чувства с помощью тонких сигналов. Но умеешь ли ты их распознавать? Сегодня я научу тебя, как это сделать. Но сначала поставь лайк этому видео и подпишись на канал. Поверь, это изменит твою жизнь. 1. Знаки влечения, которые ты не замечаешь, но которые присутствуют. Первое, что тебе нужно понять, это то, что женщина будет показывать свое влечение таким образом, который ты, скорее всего, не заметишь. Если она смеется над твоими неудачными шутками, смотрит на тебя дольше, чем обычно, или поправляет волосы, когда вы вместе, это сигналы. Проблема в том, что многие мужчины не видят этого. Она не скажет тебе это напрямую, она использует свое тело и поведение, чтобы дать понять, что ты ей нравишься. Так что перестань игнорировать очевидное и обрати внимание на то, что она говорит тебе без слов. 2. Когда случайные прикосновения означают гораздо больше. Сколько раз ты чувствовал, что женщина касается тебя случайно? Эти легкие прикосновения к твоей руке или спине не случайны. Женщины не касаются каждого. Если она находит повод для физического контакта с тобой, будь то во время разговора или когда вы проходите мимо друг друга, это значит больше, чем ты думаешь. Не недооценивай это. Если эти прикосновения кажутся слишком случайными, начни понимать, что за этим кроется что-то более глубокое. Физический контакт – один из самых явных способов, с помощью которого женщина дает понять, что ты ей интересен. 3. Сила продолжительного взгляда, что ты должен знать. Способ, которым она смотрит на тебя, говорит о многом.
Если женщина смотрит на тебя пристально, не отводя взгляд, это значит, что она пытается установить с тобой более глубокую связь. Это не просто случайный взгляд. Когда женщина задерживает на тебе взгляд, она создает некий эмоциональный мост. Если ты замечаешь, что она продолжает смотреть на тебя даже после того, как ты отвел взгляд, друг, это явный знак того, что ты ей нравишься. Не упусти этот момент. 4. Если она краснеет, когда вы разговариваете, вот что это значит на самом деле. Краснеть – это естественная реакция, когда человек испытывает влечение или нервничает в присутствии того, кто ему нравится. Если ты видишь, что она краснеет во время разговора или в близких ситуациях, не путай это с чувством стыда или неудобства. Это влечение. Ее тело реагирует на твое присутствие таким образом, который она не может контролировать. Так что не игнорируй это и не путай с чем-то другим. Если она краснеет, это значит, что она что-то чувствует к тебе. 5. Как ее вопросы о твоей личной жизни раскрывают ее интерес. Если женщина интересуется твоей личной жизнью, она показывает свой интерес с помощью вопросов. Если она начинает спрашивать о твоих прошлых отношениях или о том, что тебе нравится делать в свободное время, это потому, что она хочет узнать тебя на более глубоком уровне. Это не случайные вопросы. Она пытается понять, подходите ли вы друг другу для чего-то большего. Это ключевой момент, который многие мужчины упускают. Если она начинает углубляться в личные темы, значит, она заинтересована в тебе больше, чем на поверхностном уровне. 6. Темы интимных разговоров показывают ее желание. Когда женщина начинает говорить о более интимных вещах, это уже не просто разговор. Если тема переходит на более личные или даже физические моменты, это явный сигнал того, что ты ей нравишься. Не недооценивай силу слов, когда речь идет об интимности. Если ты замечаешь, что она готова обсуждать такие темы с тобой, это потому, что она чувствует себя комфортно и испытывает к тебе влечение. Это шанс, который ты должен использовать. Не останавливайся на поверхностных темах, углубляй связь. 7. Нервные знаки, которые показывают, что ты ей нравишься. Замечал ли ты, что женщина кажется нервной, когда находится рядом с тобой? Может быть, она играет с волосами, избегает зрительного контакта или выглядит немного беспокойной. Это не потому, что ей неудобно. На самом деле, она нервничает, потому что ты ей нравишься, и она не знает, как справиться с этим. Нервозность – один из самых ясных знаков влечения. Если она начинает нервничать, когда вы говорите или находитесь вдвоем, это потому, что она видит в тебе что-то особенное. Не игнорируй это поведение и не путай его с безразличием. 8. Что значит, когда она помнит детали из ваших прошлых разговоров? Женщины не склонны запоминать неважные детали. Если она упоминает что-то, что ты сказал в прошлом, особенно что-то личное или значимое, это потому, что она обратила на это внимание. Это значит, что ты ей больше важен, чем ты думаешь. Это необычное поведение. Если она помнит мелочи из ваших разговоров, это потому, что ты занимаешь особое место в ее мыслях. Это знак, который многие мужчины упускают, но он крайне важен. 9. Искусство дистанции и близости, как интерпретировать ее поведение. Физическая близость – это явный знак влечения. Если ты замечаешь, что она стремится быть ближе к тебе, что ее ноги случайно соприкасаются с твоими или она находит способы быть рядом, это значит, что ты ей интересен. Женщины не будут приближаться к тем, кто их не привлекает. Если ты видишь, что она сокращает дистанцию между вами, это потому, что она ищет более близкой связи. Перестань игнорировать эти знаки. 10. Когда она ищет встречи с тобой после долгого дня, вот что она на самом деле хочет. Если после долгого дня работы или учебы она хочет провести с тобой время, это не случайность. Никто не будет искать компанию того, кто им не интересен, когда они устали. Если она хочет тебя видеть после сложного дня, это потому, что ты для нее что-то значишь. Она ищет эмоциональную и физическую связь с тобой, и это один из самых явных признаков ее интереса. Не недооценивай это. Знаки здесь, но зависит от тебя, как ты их истолкуешь. Если ты продолжишь их игнорировать, ты будешь упускать возможности. Так что обрати внимание на все,
о чем я тебе сегодня рассказала. Перестань быть тем, кто упускает очевидное. Действуй, понимай знаки и не позволяй страху тебя остановить. Если ты досмотрел до конца, дорогой, напиши в комментариях 100% или что-то еще, чтобы я знала, что ты получил всю информацию из видео. Подписывайся на канал, ставь лайк и делись видео, если хочешь больше интересных тем. Продолжаем. Скрытые знаки, которые раскрывают ее сексуальное желание к тебе. Эй! Прежде чем мы перейдем к этой важной теме, позволь мне сказать кое-что. Если ты здесь, значит, ты в какой-то момент задавался вопросом, а испытывает ли та женщина, которая сводит меня с ума, такие же чувства ко мне? Сегодня я дам тебе четкий ответ. Но прежде, если ты действительно хочешь разобраться в этом и не упускать больше возможностей, поставь лайк этому видео и подпишись на канал. Поверь, это изменит твою жизнь, и тебе нужно быть готовым. Теперь давай перейдем к сути. 1. Как распознать знаки, которые ты раньше не замечал. Забавно, как часто мы игнорируем абсолютно явные знаки, которые женщины нам дают. И это не твоя вина, ведь порой мы так заняты расшифровкой слов, что не замечаем, что их тело кричит нам. Женщины не всегда будут говорить тебе о своих чувствах напрямую, иногда они ждут, что ты сам это поймешь. Так что открой глаза. Заинтересованная женщина делает то, что на первый взгляд может показаться незаметным, но если ты присмотришься, эти знаки, как карта, ведущая к ее мыслям. Я не хочу, чтобы ты оставался тем парнем, который ничего не понимает и потом удивляется, почему ничего не происходит. Она показывает тебе все, просто научись это видеть. 2. Сила продолжительных взглядов, что они скрывают. Взгляды говорят о многом. И я буду с тобой честна, если женщина смотрит на тебя больше, чем обычно, и я не говорю о мимолетных взглядах, а о тех, которые длятся немного дольше, чем ты ожидаешь, просыпайся. Это не случайность. Когда женщина задерживает на тебе взгляд, она создает связь, пытается установить более глубокий контакт с тобой. А если она еще и быстро отводит глаза, чтобы потом снова взглянуть на тебя, у тебя есть явный знак. Не сомневайся, возьми ситуацию под контроль. 3. Если она касается своих волос, пока говорит с тобой, вот что это значит. Это классика, которую мужчины упускают снова и снова. Она играет с волосами, крутит их, поправляет, гладит, когда говорит с тобой. Это не просто случайный жест. Ты знаешь, что это значит? Она нервничает, но в хорошем смысле. Она пытается привлечь твое внимание. Этот жест говорит о ее желании выглядеть более привлекательной в твоих глазах, чтобы ты заметил ее женственность. Не путай это с простой тщеславием, это один из тех невербальных знаков, которые говорят: «Смотри на меня, я хочу тебе понравиться». Научись замечать такие моменты, ведь она не скажет тебе это напрямую. 4. Почему ее смех значит больше, чем просто вежливость? Еще один знак, который может оставить тебя в сомнениях, это ее смех. И я не говорю о натянутом смехе из вежливости. Нет, я имею в виду тот искренний, настоящий смех, который исходит из глубины души. Когда женщина смеется над твоими шутками, какими бы плохими они ни были, это не потому, что ты будущий комик. Это потому, что она хочет, чтобы тебе было хорошо, хочет установить эмоциональную связь. Смех – это ее способ сказать: «Мне с тобой комфортно, ты мне нравишься». Не игнорируй это и не думай, что это просто вежливость. 5. Как легкие прикосновения к руке означают влечение. Это еще один очевидный момент, который многие мужчины просто не замечают. Когда она слегка касается твоей руки, почти случайно, она пытается установить физическую связь. Легкое прикосновение к руке, рука на твоем плече или любой другой физический контакт – это ее способ сократить расстояние между вами. Знаешь, почему? Потому что ты ей нравишься. Все просто. Не продолжай вести себя, как дурак, думая, что это просто дружеский жест. Если она касается тебя, ты ей интересен. 6. Что означает, если она пишет тебе в необычное время? Это одно из самых очевидных современных поведений. Если ты замечаешь, что она пишет тебе или реагирует на твои посты в соцсетях в поздние часы или вне рабочего контекста,
обрати внимание. Никто не тратит свое время на того, кто им не важен. Если она это делает ночью или в неформальной обстановке, она дает понять, что ты на ее уме чаще, чем ты думаешь. Это ее способ поддерживать связь без излишней очевидности. Не будь наивным и начни обращать внимание на такие знаки. 7. Как ее язык тела меняется, когда вы находитесь наедине. Окружение меняет многое. Ситуация совершенно иная, когда она с тобой в компании и когда вы наедине. Если ты замечаешь, что ее поза меняется, она расслабляется или, наоборот, становится нервной, когда вы остались вдвоем, это многое тебе говорит. Язык тела – это правда, которую не произносят вслух. Если она наклоняется ближе к тебе, ищет зрительный контакт или ее голос становится тише, не сомневайся, что происходит что-то особенное. Она старается создать более интимную обстановку с тобой. Воспользуйся этим моментом. 8. Маленькие детали, которые она помнит о тебе, говорят о многом. Здесь есть один ключевой момент, который никогда не подводит. Если она помнит маленькие детали о тебе, вещи, которые ты говорил или делал, значит, ты занимаешь особое место в ее мыслях. Женщины не склонны запоминать случайные вещи, особенно о тех, кто их не интересует. Если она упоминает что-то, что, как ты думал, прошло незаметно, друг, ты на верном пути. Не упускай этот знак, это значит, что ты оставил след. 9. Почему она ищет встреч с тобой без видимой причины? Иногда женщина ищет тебя просто, чтобы провести время вместе, без особой причины. Не заблуждайся. Это гораздо больше, чем просто желание провести время. Если она звонит или пишет тебе просто так, чтобы увидеться, без конкретной цели, это потому, что она хочет быть рядом, наслаждаться твоим обществом. Эти случайности – это ее способ сказать тебе, что она хочет быть с тобой на более личном уровне. Так что перестань все усложнять и начни действовать. 10. Маленькие провокации, скрывающие романтический интерес. Провокации. Она может бросать тебе игривые комментарии, шутки или маленькие вызовы. Это не просто дружеская перепалка, это ее способ флиртовать. Если она тебя дразнит, это потому, что она проверяет границы, хочет увидеть, как ты отреагируешь. Это приглашение, не игнорируй его. Многие мужчины путаются здесь, думая, что это просто вызов. Нет, это игра, в которую она хочет, чтобы ты вступил. Отвечай правильно, и увидишь, как отношения начнут разогреваться. Знаки очевидны, но от тебя зависит, как ты их истолкуешь. Не позволяй себе оставаться тем, кто не замечает ничего. Внимательно смотри, действуй с уверенностью и не упускай больше возможности. Если ты досмотрел до конца, дорогой, напиши в комментариях 100% или что-то еще, чтобы я знала, что ты получил всю информацию из видео. Подписывайся на канал, ставь лайк и делись видео, если хочешь больше интересных тем. Продолжаем. Тонкие жесты, которые показывают, что она хочет большего. Прежде чем мы начнем говорить о тех жестах, которые ты, возможно, упускаешь, позволь задать тебе один вопрос. Ты действительно хочешь продолжать быть тем парнем, который не понимает, что происходит вокруг него? Потому что если ты не замечаешь эти сигналы, ты упускаешь возможности. Итак, если ты готов перестать быть тем наивным, который не видит ничего, поставь лайк этому видео и подпишись на канал. Поверь, то, что ты узнаешь сегодня, откроет тебе глаза. И я обещаю, что больше ты никогда не будешь игнорировать те тонкие жесты, которые она тебе посылает. 1. Как понять жесты, которые показывают, что она хочет большего. Женщины – мастерицы тонких намеков. То, что кажется простым жестом или взглядом, может иметь глубокий смысл. Проблема в том, что ты этого не видишь. Ты настолько сконцентрирован на том, что она говорит, что забываешь о том, что она на самом деле говорит телом. Иногда слова не главное, важно то, что ты, как мужчина, наверняка пропускаешь. Например, замечал ли ты, как она двигается, когда находится рядом с тобой? Замечаешь ли ты, как она меняет позу или начинает играть с чем-то, когда ты говоришь? Все это – признаки того, что она нервничает, потому что ты ей нравишься. Научись замечать то, что она говорит без слов.
2. Если она играет с волосами, когда рядом с тобой, она посылает сигналы. Давай проясним, когда женщина играет с волосами рядом с тобой, она делает это не просто так. Не обманывай себя, думая, что это просто нервный тик. Если она прикасается к волосам, глядя на тебя или разговаривая с тобой, это попытка привлечь твое внимание. Это жест кокетства, знак интереса. Может быть, ты не знал, но это один из самых распространенных жестов, когда женщина чувствует влечение. Так что перестань быть тем, кто игнорирует это, и начни правильно интерпретировать сигналы, которые она тебе посылает. 3. Те самые, случайные, прикосновения, которые ты не должен игнорировать. Сколько раз я должна повторить, прикосновение никогда не бывает просто прикосновением. Если она касается твоей руки, касается тебя, случайно, или находит любую возможность для физического контакта, это явный знак. Женщины не прикасаются к тем, кто им не интересен. И нет, я не говорю о дружеском толчке или шутливом ударе. Я говорю о тех тонких прикосновениях, которые кажутся случайными, но такими не являются. Перестань игнорировать это. Если она касается тебя, это ее способ дать зеленый свет, чтобы ты сделал первый шаг. 4. Что означает, когда она наклоняется к тебе во время разговора? Это еще один жест, который многие мужчины пропускают. Если она наклоняется к тебе во время разговора, вторгаясь в твое личное пространство нежным образом, обрати внимание! Это не то, что женщины делают с каждым. Это ее способ сказать, что ей комфортно с тобой, что она хочет быть ближе, что между вами есть связь. Это не случайность, так что, если видишь, что она наклоняется к тебе, особенно во время разговора, в котором этого не требуется, уже знаешь, что происходит. 5. Сигналы, которые она посылает через то, как она одевается, когда видит тебя. Это один из самых очевидных пунктов, но который многие мужчины не понимают. Если она одевается лучше, чем обычно, когда знает, что увидит тебя, это явный жест интереса. Не говори мне, что ты думаешь, что она просто решила хорошо выглядеть в этот день случайно. Нет, друг. Если ее стиль меняется, когда она видит тебя, это потому, что она хочет произвести на тебя впечатление, потому что думает о тебе, когда собирается. Она пытается привлечь твое внимание, так что перестань быть слепым и начинай замечать знаки. 6. Почему ее шутки с личным оттенком – явный признак желания? Женщины не шутят лично с каждым. Если ты замечаешь, что ее шутки с тобой приобретают более интимный или личный характер, это знак. Шутки – это ее способ флиртовать, поддерживать легкую атмосферу, но при этом намекнуть тебе на интерес. Не недооценивай это поведение. Если она отпускает шутки, которые кажутся наполненными двойным смыслом или касаются личных аспектов, не сомневайся, она хочет, чтобы ты действовал. 7. Значение быстрых взглядов, когда она думает, что ты не видишь. Замечал ли ты, как она иногда будто смотрит на тебя, но быстро отводит взгляд, когда ты это замечаешь? Это не случайность, друг. Когда женщина бросает такие взгляды, это потому, что ты ей интересен, но она не хочет быть слишком очевидной. Она пытается оценить тебя, увидеть, как ты отреагируешь, установить связь, не делая обстановку неловкой. Так что, если ты замечаешь, что ее взгляд задерживается на секунду дольше, чем обычно, ты знаешь, что происходит. Не позволяй этим моментам пройти мимо. 8. Как легкое прикосновение к руке может открыть дверь к чему-то большему. Это еще один жест, который многие мужчины просто не замечают. Она коснулась твоей руки, когда говорила с тобой. Даже если это было тонко или случайно, это не то, что она делает просто так. Рука – это нейтральная зона, но в то же время отличная возможность преодолеть физическую дистанцию. Если она нашла возможность коснуться тебя, это потому, что она хочет чего-то большего. Перестань быть тем, кто не понимает, что на самом деле происходит. 9. Когда она переводит разговор на более личные темы, вот что она ищет. Если ты начинаешь замечать, что ее разговоры с тобой становятся более личными, это явный знак того, что она хочет углубить ваши отношения. Когда женщина говорит с тобой на более интимные темы, на те, которые она не стала бы обсуждать с каждым,
Это потому, что она тебе доверяет, потому что чувствует, что между вами что-то есть. Это ключевой момент. Не упускай его, начав говорить о банальных вещах или сменив тему. Используй эту возможность для укрепления вашей связи. 10. Если она приглашает тебя на встречу наедине, вот что это на самом деле значит. Если она приглашает тебя куда-то наедине, перестань быть наивным. Это не случайность и не просто встреча друзей. Если она хочет провести время с тобой, это потому, что она хочет большего. Она хочет видеть тебя вне группы, вне обычных социальных ситуаций. Она создает возможность для тебя, чтобы ты сделал шаг. Так что, если ты не поймешь это сейчас, ты никогда не поймешь. Не позволяй этим моментам проходить бездействию. Она ждет, что ты проявишь инициативу. Ты не можешь продолжать быть тем парнем, который пропускает все сигналы, которые она тебе посылает. Пришло время действовать, правильно интерпретировать то, что она говорит без слов, и, самое главное, перестать быть зрителем в собственной жизни. Если ты досмотрел до конца, мой дорогой, напиши в комментариях 100% или что-то еще, чтобы я знала, что ты получил все знания из этого видео. Подписывайся на канал, ставь лайк и делись видео, если хочешь больше интересных тем. Продолжаем. Тонкие жесты, которые показывают, что она хочет большего. Прежде чем ты погрузишься в эту тему, позволь мне предупредить тебя, если ты не научишься распознавать сигналы, которые она тебе посылает, ты так и останешься тем парнем, который ничего не замечает. Ты не можешь позволить себе продолжать в том же духе. Поэтому, прежде чем продолжить, сделай мне одолжение, поставь лайк этому видео и подпишись на канал. То, что ты сейчас узнаешь, откроет тебе глаза и поможет понять те вещи, которые ты игнорировал до сих пор. Перестань быть тем, кто не понимает намеков. Переходим к сути, потому что женщины говорят с тобой, только не словами. 1. Язык тела, что она говорит без слов. Удивительно, как женщины могут сообщить так много, не говоря ни слова. Язык тела – это их секретное оружие, и если ты продолжаешь игнорировать его, ты упускаешь возможности. Женщина может сказать тебе гораздо больше своими движениями, взглядами или тем, как она стоит перед тобой. Было ли у тебя такое, что она поправляла позу, когда ты рядом, или наклонялась к тебе, пока вы разговариваете? Друг, это не случайность. Она пытается что-то тебе сказать, хочет, чтобы ты заметил ее интерес, но без необходимости быть прямолинейной. Слова не всегда нужны, но тебе нужно научиться слушать глазами. 2. Легкие прикосновения, которые означают нечто большее. Сколько раз бывало, что она, случайно, дотрагивалась до тебя или нежно касалась тебя во время разговора? Эти легкие прикосновения – не случайность, не обманывай себя. Когда женщина чувствует влечение, ее тело само находит способы приблизиться к твоему, даже если это тонко и незаметно. Эти прикосновения к руке или легкие касания – ее способ показать, что она хочет большего. Не игнорируй такие моменты, потому что если она это делает, она ищет более близкий контакт. Это ее способ создать физическую связь, и если ты не отреагируешь, продолжишь упускать возможности. 3. Почему она играет с волосами, когда ты рядом? Это классический жест, который многие мужчины упускают из виду. Если она играет с волосами, когда находится рядом с тобой, особенно во время разговора, это явный сигнал того, что она нервничает, но не в плохом смысле. Этот жест, когда она проводит пальцами по волосам, поправляет их или закручивает прядь, это подсознательная игра, ее способ флиртовать. Ее тело реагирует на желание впечатлить тебя, заставить смотреть на нее больше. И не путай это с простой суетой, это чистый интерес. Если она играет с волосами рядом с тобой, друг, она хочет тебя. 4. Когда она касается тебя, случайно, что тебе нужно знать. Иногда физический контакт кажется случайным, но если он повторяется, это уже не случайность. Если она несколько раз, случайно, касается твоей руки или мягко толкает тебя, проходя мимо, это явный сигнал. Она хочет преодолеть физический барьер между вами, хочет, чтобы ты начал видеть ее иначе. Не оставайся тем, кто думает, что это все случайно. Если такие прикосновения продолжаются, значит, за этим скрывается что-то большее, что она хочет, чтобы ты заметил, но не скажет словами. 5.
Что значит ее взгляд в толпе? Взгляды говорят многое, особенно когда они полны намерений. Если вы находитесь в группе, и ты замечаешь, что она смотрит на тебя, даже когда вы не разговариваете, это мощный знак. Неважно, сколько вокруг людей, если она ищет тебя глазами, она пытается установить более глубокую связь. Это как способ убедиться, что ты заметил ее присутствие, что она наблюдает за тобой. Если ваши взгляды встречаются снова и снова, друг, это не случайность. Она пытается, чтобы ты понял ее интерес, так что обрати внимание. 6. Если она нервничает рядом с тобой, вот что это действительно значит. Нервозность – очень ясный индикатор того, что что-то происходит. Если она кажется немного неспокойной, играет с руками, поправляет одежду или выглядит слегка неудобно, когда находится рядом с тобой, не считай это негативным сигналом. Наоборот, это признак того, что ей ты нравишься. Ей приятно быть рядом с тобой, но в то же время она не знает, как справиться с этими эмоциями. Ее тело реагирует на твое присутствие, и если ты не заметишь этого, упустишь шанс приблизиться. Научись видеть эти нервные моменты и действуй соответственно. 7. Искусство молчаливого флирта, что она говорит жестами. Флирт – это не всегда слова. Часто женщины флиртуют через небольшие жесты, которые ты не видишь. Перекрещивание ног, когда она смотрит на тебя, легкое приближение во время разговора, небольшое движение в твою сторону – все это часть игры. И если ты не умеешь играть, останешься на скамейке запасных. Эти жесты – ее способ пригласить тебя сделать шаг вперед, дать тебе зеленый свет. Поэтому, вместо того, чтобы ждать, когда она скажет это прямо, начни понимать, что ее тело уже говорит. 8. Она помнит детали, которые ты не упоминал. Бывало ли у тебя, что она вспоминала то, что ты говорил давно, что ты сам уже забыл? Если женщина помнит о тебе такие мелочи, это значит, что ты важен для нее больше, чем ты думаешь. Это не случайность, что она вспоминает детали разговора, которые ты считал незначительными. Это явный знак, что она уделяет тебе внимание, что ты остаешься в ее мыслях. Женщины не запоминают случайные вещи, и если она делает это по отношению к тебе, это ее способ сказать без слов, что ты для нее значим. 9. Как ее глубокие вздохи говорят больше, чем ты думаешь. Это одна из тех деталей, которые мало кто замечает, но которые говорят о многом. Если она рядом с тобой, и ты замечаешь, что она глубоко вздыхает или делает небольшие паузы перед тем, как заговорить, это знак, что она пытается успокоиться. Эти вздохи не случайны, это отражение того, что она чувствует внутри. Она нервничает и взволнована, потому что ты ей нравишься. Ее тело реагирует на это так, как она не может контролировать, и если ты этого не замечаешь, ты упускаешь очень явный сигнал желания. 10. Продолжительные прощания, которые говорят больше, чем она осмеливается выразить. Наконец, прощание. Если ты замечаешь, что она задерживается, когда вы прощаетесь, это потому, что она не хочет, чтобы ты уходил. Эти продолжительные прощания – это «пока», которое кажется бесконечным, ее способ сказать тебе, что ей приятно с тобой и она не хочет, чтобы этот момент заканчивался. Возможно, она не осмеливается сказать это словами, но выражает это своими действиями. Не будь тем, кто не понимает этих сигналов, потому что если она затягивает прощание, значит, есть что-то большее, что она хочет исследовать. Так что теперь ты знаешь. Женщины могут сказать многое, не произнося ни слова. Твоя задача – научиться интерпретировать эти жесты, понять, что они на самом деле говорят тебе. Ты больше не можешь оставаться тем, кто игнорирует сигналы. Пора проснуться, действовать и использовать возможности, которые находятся перед тобой.